Как много домашних животных у вас было в детстве? У меня был практически целый зверинец. И если кошки с собаками считаются совершенно обычными питомцами, то попугаи– это действительно экзотическое и недешевое удовольствие. За всю жизнь у меня был только один попугай, и то, когда мне было всего лет 6. Звали его Гошей. Привезли его мне из другого города в 5-литровой банке, и лететь так 3 часа на самолете ему не очень-то понравилось. Попугаю выделили самое почетное место в доме, возле новенького и супермощного компьютера. Гоша, к слову, был тот еще шкодник. Он все время взламывал замок на своей клетке, а когда сбегал, начинал летать по всей квартире, разбрасывая свои мины. А однажды он устроил мне сюрприз прямо на подушке. Еще он был знатным певцом, распевался и чирикал где угодно и когда угодно, на максимальной громкости. Кстати, он был не простым попугаем, а говорящим, но знал только одну фразу. Гоша хороший, Гоша хороший, Гоша хороший, Гоша хороший. Друзья и родственники приходили к нам в гости, чтобы поглядеть на такую разумную чудо-птицу. Гоша действительно любил гостей и совсем не боялся новых лиц. Но такие визиты часто заканчивались ковровыми бомбардировками. Гоша хороший. Я подумала, что его бунтарский характер можно исправить, купив ему подружку. Родители, конечно, не разрешили завести второго попугая. Поэтому я решила сделать Гоше спутницу из подручных материалов. И получилась совсем нереалистичная леди-птичка. И никто не думал, что это сработает. Но Гоше она очень понравилась. Это была любовь с первого взгляда. Гоша воодушевился и был готов завоевать ее сердце. Он устраивал танцевальные представления, проявлял особые знаки внимания и пел птичьи серенады. Естественно, нарисованная птичка не могла ответить ему взаимностью и только смотрела на него своими нарисованными глазами. Гоша поначалу растерялся от такого равнодушия, его отвергли, не дав даже шанса. Позже он или понял обман с бумажной птицей, или просто решил, что если леди-птичка не будет с ним, то она не достанется никому. И он просто взял и раскромсал свою бумажную пассию на мелкие кусочки. Так от нее осталась лишь горстка бумажных клочков в углу клетки. Мне даже показалось, что у Гоши началась тяжелая депрессия после этой истории. А через несколько месяцев клетки с попугаем не было на привычном месте. Оказывается, родители обменяли Гошу на маленького щеночка. Ну а попугая перевезли в загородный дом папиного друга, где он мог свободно улетать из клетки на прогулку. Только однажды Гоша улетел и так и не вернулся домой. Все предполагали разные версии его исчезновения, но я надеюсь, что он просто нашел себе новый дом, где встретил милую подружку, с которой они жили долго и счастливо. Гоша хороший.